Статья нужная, потому что дикое расслоение, которое произошло в обществе и породило коррупцию, озлобленность и ненависть к тем, кто живет лучше, даже в своем собственном дворе, обострило национальные проблемы. Эти проблемы, они начались у нас с 2000 года практически, когда мы начали обсуждать концепцию, или даже коррективы концепции национальной политики. В этой концепции как раз был определен план того, что надо сделать в плане национального развития. И поэтому эта статья, она как бы прелюдия к принятию той концепции, на которую еще в 2000 году Владимир Владимирович Путин обратил внимание на эту концепцию. И мы на Совете по делам национальности и в Общественной палате, и на Совете, и на круглых столах обсуждали, вносили эти коррективы. В результате отработали ее. Она не была принята, так же, как по федеральному органу, о котором мы говорили. Мы не говорили о том, что нужно министерство по делам национальностей, потому что оно действительно слабое и, в общем-то, не стало бы иметь никаких механизмов воздействия на какие-то регионы. Но мы говорили о том, что необходим координационный орган, который бы вырабатывал хотя бы идеологическую позицию, потому что национальный вопрос – это идеология государства. И мы видим, если национальный вопрос брошен на произвол судьбы, мы увидели с вами действительно и Кондополгу, и Манежную площадь, и увидим еще много. Этим надо заниматься. И на это надо выделять средства, которые не хотят выделять. Если мы проводим праздник 4 ноября и называем его День народного единства, в то же время мы делаем выставку, вместо того, чтобы сделать выставку «Россия многонациональная», делаем выставку «Русь православная». Это все хорошо, но есть православные праздники, на которых, пожалуйста, делайте выставку «Русь православная» и посещайте ее. Они так согнали всех и пошли на это открытие выставки, в то время, когда у нас есть проблемы очень серьезные с национальным вопросом. Поэтому то, что здесь отмечено и по Дню народного единства, и по федеральному органу, наконец-то, сказали, что необходим, не знаю, примут они его или нет, потому что президент России Медведев, он нам четко заявил, что не будет никакого органа, и это, в общем-то, не нужно. Да, у нас со всеми республиками общеэкономическая, политическая, у нас единая страна. Для нас важен этот орган, потому что сейчас, вот я езжу тоже по республикам, говорят, Татарстан и Россия, Чечня и Россия, Дагестан и Россия. Почему и-то? Россия – это и есть единое многонациональное государство, без всяких «и». Мы все общая семья. Если русский сказал, что он русский, и если мы проводим дни славянской письменности и культуры, и я с трудом выбиваю на них из правительства деньги, мы говорим о ксенофобии и о русском фашизме. Какой это фашизм? Сохранение своего культурного наследия есть основная задача всех национальностей, всех диаспор. Любого человека. Вы посмотрите, вот я в Сербии пробыла несколько сейчас месяцев, у них по телевидению идет пропаганда своего костюма. То есть заставка идет на экране своего костюма. А там же ведь тоже многонациональные. Там и сербы, и православные, и мусульмане, и католики. Они охватывают всех. Они работают по этому вопросу. И тут был закон нам навязан о национально-культурных автономиях в 1996 году, который был
определен по французскому образцу. И нам говорили, что это хороший, национально-культурная автономия – это очень хороший закон. В то время как у нас существуют и конгрессы национальные, и общины, и объединения национально-культурные, и еще автономии, хотя уже есть национально-территориальная автономия. К чему привел закон во Франции? Мы знаем, да, что там какие выступления. И здесь этот закон, конечно, о национально-культурных автономиях надо пересматривать, ну, или вообще отменять, потому что сейчас существует закон о национальных, вернее, об общественных объединениях, в рамках которых, в этих рамках мы работаем все. Карачаево-черкесец, таджик, еврей, татарин. Мы все работаем в рамках закона о общественных объединениях. Поэтому данный закон устарел, но только он вредит, потому что очень многие национально-культурные автономии вошли в так называемый федеральный пул, да, федеральный пул при Министерстве регионального развития. И им выделяются деньги на мероприятия, они в этом пуле, им все, пожалуйста. Сейчас, то, что касается... Да, ну, какие бы там деньги ни были, но они выделяются, они заложены. Вот. И что касается других национальностей, в данном случае славянских, украины, белорусы, русские, это целая проблема, понимаете? Это целая проблема. И это тоже вызывает негативную реакцию. В то же время я бы хотела так завершить более приятно. Россия многонациональная, и она должна быть единой, бесспорно. Если только мы начнем раскачивать эту лодку с русским государством, с нерусским государством, то мы можем сказать, что России больше нет. Это остается только территория, на которой приезжают, уезжают, и транзитом проезжают, и так задерживаются на короткое время. Мы должны сохранять свое культурное наследие всех народов. Мы должны добиваться того, чтобы деньги выделялись на сохранение культурного наследия и не ходить с протянутой рукой, как бедные родственники в своей собственной стране.